Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости моего канала. Сегодня я буду расшивать свой вот криволинейный Crazy Quilt, который шила в прошлом видео. И для того, чтобы расшивать, я еще вообще не знаю, что я буду вышивать. У меня только ориентировочно какие-то мысли. Я думаю, что я в центре буду делать круг. Я вокруг него вышивать. Я вот так вот обведу карандашом мелковым диск. И будет вот у меня здесь круг. После того, как я его, ну и внутри него, наверное, будет круг, ну посмотрим там. Вот, я думаю, что вот с этими кругами этот круг будет сочетаться. Я достала все свои нитки, которыми я буду пользоваться, а может быть не всеми из них я буду пользоваться. Тут и какие-то обрезки, тут и мулине, тут и вот эти вот вязальные тонкие нитки, которые я частенько использую в своих вышивках. И я достала всякие кусочки красивых обрезочков и кружева, которые, я думаю, что, может быть, они сюда подойдут, а может быть и не подойдут. Всякие разные красивые штучки, вот такие блестящие. Тут тоже мулине еще. Вот такие вот обрезочки, которые мне достались из ателье моей подруги. Они шили что-то нарядное, видимо, заказ был. Ну, у нее часто заказы такие вот для гимнасток, какие-то костюмы для танцоров. Я не знаю, видно, не видно, но блестит оно. Что-то из этого я буду использовать, что-то нет, я не знаю. Просто достала, чтобы вот, ну, вдруг придет что-то в голову. Я все достала, чтобы у меня это все мне придавало какого-то вдохновения. И я достала, вот еще, помните, я показывала, у меня такая металлизированная нить. Они используются вот для петелек. Игрушки, когда делают. Но я подумала, что она по толщине практически такого же размера, как и мои, которыми я вышиваю. И я могу что-то серебристое или золотистое тоже вышить этой ниткой. А чего нет-то? Можно же. Ну и в первую очередь, наверное, я буду центральную часть вышивать, чтобы потом уже от нее плясать. Ну, вот я где-то примерно на одинаковом расстоянии от вот этих полукругов или даже четверть кругов. И так примерно вот на одинаковом расстоянии от всех краев. Ну, ориентировочно я думаю, что это центр. И я вот его обвожу, этот диск, карандашиком, чтобы мне потом было удобнее вышивать. Ну вот, более-менее видно. И начну с него, а дальше уже посмотрим. Чем хорошо использовать вот диск, тем, что у него в центре вот есть отверстие. И я таким образом, я просто вот, ну, нарисовала это отверстие, а потом вокруг него, ну, например, на одинаковом расстоянии уже нарисовала кружок и вышила по нему цепочку такую. Шов называется, цепочка, декоративный шов. И уже от цепочки я тоже на глаз, прямо ничего не отмеривая, просто обвела вот еще, например, на одинаковом расстоянии. Я думаю, что пойдет. Никто с сантиметром проверять не будет. И сделаю еще одну такую же цепочку. Я, кстати, забыла сказать, что я всю свою заготовку по периметру обшила зигзагом, чтобы краешки не трепались, потому что буду ее двигать туда-сюда, переворачивать очень много раз. Я вышиваю толстой иголкой, потому что у меня нитки толстые. Ну и за счет толстых ниток рисунок будет получаться очень насыщенным. Цепочку вышила, и теперь таким же тамбурным швом, как и когда вышивала цепочку, то же самое делаю, но только уже отдельные листочки. Ну, не листочки, а лепесточки. Я, конечно, буду стараться примерно одинаковой высоты их делать. Но здесь вот нет такого, как вот в вышивке, когда вышивают люди картины. Я вообще считаю, они героические герои. Потому что картины, когда вышивают, там доли миллиметра нужно учитывать. И зрение надо иметь, наверное, орлиное. Дальше я решила вышить большой круг, пока у меня он не стерся. И я вот вышиваю, этот шов называется плюмаж, но я его так близко друг к другу делаю стежочки,
чтобы он был поплотнее, чтобы у меня этот круг большой был более такой заметный, даже больше, чем цепочки тамбурные. Когда вот так вот вышиваешь, он получается прям такой насыщенный. Этот шов очень хорошо подходит для кривых линий. У меня вот этот цвет ниток, он вот здесь, вот в этих нитках, я их вот коротенькими прямо обрезаю, чтобы именно только одного цвета был. Потому что я решила использовать вот эти кружева, и они вот подходят по цвету. Здесь очень много белого потом идет. Вот я не хотела его использовать. Вообще белый цвет в этой своем Crazy квилте. Потому что мне не хочется здесь белого. Я думаю, что мне он тут не нужен. Будут все цвета, кроме белого. Но нитки придется часто мне вдевать. Но здесь, слава богу, иголка у меня толстенькая. Поэтому проблем нету. Я еще хотела сказать, у Ютуба опять глюк какой-то был, и слетели подписки, в том числе и у меня на канале за ночь прямо больше 100 подписок слетело. Проверьте, пожалуйста, у себя. Если пропала ваша подписка, подпишитесь опять. Ну и заодно, если вы подписаны, нажмите колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Ну и, конечно, ставьте лайк, не стесняйтесь. Мне всегда приятно, когда вы ставите лайки и пишете комментарии. После того, как стебельчатым швом я обвела внутри шва из плюмажа, я делаю еще один шовчик. Ну, это такой отделочный, обметочный, я бы сказала, называется. Я не помню, как эти все швы называются, я в них названиях этих путаюсь. Я просто уже знаю, как их делать, но и вам показываю. Посмотрите, что уже получается. Я здесь использовала все стежки, которые использовала до этого. Вот этот красный, это плюмаж, который здесь, но только в одну сторону. Здесь вот тамбурный листочек тамбурным стежком. И единственное, я французский узел, вот эти сиреневые, не показывала, но я в других видео показывала. Я ссылочки дам на другие видео, где есть вышивка у меня. А так все вот одно и то же. Стебельчатый шовчик, вот эти вот обметочные швы. Ну, то есть все то же самое, что уже было до этого. Очень простые стежки, но получается очень симпатично. Я пока оставлю центральную часть, я уже пришила. Я буду расшивать веера, потому что я хочу посмотреть, сколько у меня тут займет вот вышивка с веерами, а уже потом продолжать центральную часть. И, конечно, я сначала буду вышивать только нитками, а уже пайетки и бисер, если я решу использовать, то я их буду использовать в самом конце, потому что неудобно вышивать, когда уже есть бисер где-то, потому что цепляются нитки где-то вот за эти бисер, за пайетки. И чтобы было удобнее, я сначала вышиваю только нитками, а уже потом украшаю все бисером и пайетками. Поэтому у меня иногда получается, кажется, что невзрачно смотрится, пока нет бисера и пайеток. На этом я свое видео заканчиваю сегодняшнее. Дальнейшие все продолжения вышивки, веера и все остальное будет в следующих видео. А на сегодня спасибо всем, кто досмотрел до конца.